Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня будет видео в формате вязального влога. Я вам покажу свои продвижения за неделю. На этой неделе я считаю, что я отличница. Мне удалось завершить большую работу и очень хорошо продвинуть и остальные свои процессы. Об этом, обо всем вы как раз увидите в этом видео. Приятного просмотра! В понедельник, когда я вернулась после работы, мне нужно было намотать пряжу. И, конечно же, моя главная помощница Джесси мне активно в этом помогала. Среда. Неужели к нам пришла зима? Снежок падает. Так здорово. И сразу настроение появляется. Вообще красота. Немножечко я прогулялась, полюбовалась зимней красотой. Все деревья в снегу стоят. Дети идут с такой радостью, конечно. Мы уже все соскучились по снегу. Снег после осени, когда он выпадает, он создает такое невероятное настроение. Ведь снег — это предвестник Нового года. И я приехала вообще на маникюр. Я отвезла Алису в школу, и у меня 1,5 часа времени. Ехать домой смысла нет никакого. И я решила взять с собой вязание. Я взяла как раз свой джемпер, вяжу рукав. Думаю, что я буду тратить просто так время, я проведу его с пользой. Вот буду сидеть, слушать музыку в машине, дожидаясь своего времени, и вязать. Ну, вот пока я сидела, 5-ю часть, наверное, рукава связала. Молодец. Просто так не лентяйничала, делом занималась. Раз сделала такой легкий, нежный маникюрчик, потому что ходить месяц. Все по записи на Новый год. Поехала теперь на работу. Скажите мне, как происходит у вас, когда изделие, вы вяжете какое-то изделие, и оно у вас достаточно большое, объемное, но вам хочется его непременно связать. Вот когда я работаю над каким-то большим проектом, то мне очень хочется побыстрее его связать и увидеть результат. Я вам показывала в прошлом влоге, вот так показала по спине свой джемпер, который я вязала, и сказала, что мне осталось совсем немного довязать. Мне нужно было довязать рукава у этого изделия. И на этой неделе я большую часть как раз посвятила работе над своим джемпером. Я вам сказала, что по передней части у меня все было скукоженное, потому что я использовала здесь жгуты. Это жгуты вот такие. И они у меня связаны в виде асимметрии по одной стороне, начиная, да, как столбиками идет у меня. И здесь самый последний, он у меня идет до верха. Вот такими лесенками я связала по передней части. Этот джемпер у меня уже вторая идея по этому джемперу. Я сначала хотела сочетание здесь с другой пряжей, добавить полоски в разные стороны. Их можно было вязать или в виде интарси, или в виде жаккарда. Здесь уже по вашему терпению, терпеливости, по вашей терпеливости. Но для этого костюма он все-таки более такой, знаете, ближе к спортивному, наверное, стилю. Я посчитала, что это будет, ну, совершенно сюда не подходит. И переиграла и добавила вот такой несложный, абсолютно несложный узор и связала свой джемпер. Что нового для себя я здесь
использовала? Во-первых, я использовала вязание резинки другой. У меня другая резинка. Это плотная резинка. И я попробовала обработку способом Light. Мне хотелось, чтобы вот этот краешек горловины имел более, так скажем, красивое завершение. Вот я решила попробовать эту технику. У меня сделанная кетлевка. И потом точно так же, как и на всем изделии, вот эта вот резиночка. Очень интересная. Мне понравилась. И снизу тоже у меня такая же резинка. И по горловине. Изделие готово. Я знаю, что очень многие хотят посмотреть, как этот костюм смотрится на мне. И в конце видео вы увидите как раз, как же этот костюм на мне смотрится. Мне очень понравилось то, что получилось. Хотя, честно вам скажу, что в процессе всего вязания, начиная от брюк и заканчивая джемпером, у меня были очень большие сомнения, что я получу на выходе. Но я, конечно, сделала свои выводы и по пряже, и по плотности пряжи. Все это я для себя учла на будущее, потому что, как я говорю, любой опыт – это опыт. Если не пробовать, не вязать, откуда же мы будем получать тогда опыт? Но об этом костюме будет отдельное видео, где я вам уже расскажу, и какую я пряжу использовала, и каким образом, да, я думала о вязании, на что я опиралась. Это будет отдельное видео. Ну а как выглядит костюм, вы обязательно увидите. Также на этой неделе я вспомнила про свой крючковый процесс, потому что я немножечко его отложила в связи с вязанием большого изделия. И я уже вяжу от второго моточка. Я провязала, сейчас я вам покажу, где-то у меня, вот у меня прикрепленная нить. И я провязала 3 раппорта, получается, в высоту. Мне кажется, что этого мотка мне не хватит на полноценный, даже если это просто, например, шарфик. Я даже не знаю, но, знаете, я, наверное, вот вывяжу этот моток, посмотрю, какой будет длины, может быть, даже нужно будет постирать, чтобы посмотреть, как вообще в крючке, насколько разгладится, потому что я махер вяжу махер крючком я вяжу впервые. Но мне очень нравится, что получается, и цвет очень красивый, и узор мне этот нравится. Я говорила о том, что, возможно, это будет не палантин, а другое изделие, но так как мне по ширине не хватает, поэтому это будет просто палантин, а эта идея, возможно, я воплощу в каком-то своем другом изделии. Ну, пока вот вяжется как отдыхалочка. Мне очень нравится. Нежный, воздушный, красивый палантин. И у меня есть и шапочки, конечно, с чем его надевать. Ну, как я, конечно, буду как шарф его носить, когда свяжу. Не как палантин, а как шарф. Но надо сейчас вывязать вот этот вот моток и посмотреть, постирать, может быть, даже немножечко и отпарить. Посмотрю и уже потом вам расскажу. Утро субботы, уже утро не раннее, позднее утро. Я сделала все свои домашние дела и пошла гулять. Уже, наверное, 1,5 месяца, это точно. Как я свои прогулки подзабросила. Это плохо. Гулять надо, гулять это хорошо, гулять это полезно. Гулять это здорово. Но вот, к сожалению, не всегда получается ввиду занятости, работа, какие-то дела домашние. Хотя, как говорят многие, это все только отговорки наши. Надо находить время. Да, безусловно, надо. Муж у меня на работе, а дочка такие мероприятия не любит.
Вот по магазинчикам на машине, это да, она всегда за. А пешком ноги топтать, ой, нет, это мы не любим. Ну что, от зимы даже не осталось какого-либо намека. Помните, я вам в среду показывала, сколько у нас снега выпало, как все было красиво. Все, зима закончилась, и даже нет никакого намека. Достаточно тепло на улице, но гуляющих очень мало в парке. Так, несколько бабушек прогуливаются. Да, людям не нравится грязь, не нравится холод. Когда тепло, в парке народу полно. Так что я заряжаюсь, разгружаю свою голову. Такая у меня зарядка, загружаюсь положительными эмоциями, потому что после прогулок всегда, ой, прям такое состояние. Все, можно горы свернуть. Так что всем я вам желаю, находите время на прогулке, гуляйте. Кроме этого, вы помните, у меня есть изделие, которое я вяжу из очень классных пряж, из 2 пряж. Он будет мерцать, блестеть при искусственном свете. Выбрала узор специально такой, чтобы он был поплотнее. И вот эта часть, она постиранная. Я ее стирала, чтобы увидеть, как разровняется узор, как себя поведет пряжа. Может быть, она распушится, а может быть, сожмется. В общем, мне нужно было это увидеть, а дальше уже идет вязание. Да? То есть вот так вот он выглядит, когда мы вяжем. Такой скукоженный. Это все расправится. И я взяла за этот процесс и связала спинку и вперед изделия. Спинку и вперед изделия. Так вот. Так вот здесь горловинка. Сейчас немножечко стряхну. Вот горловинка. Это все. Я еще думаю, может быть, постирать. Вот. То есть для проймы здесь все нормально. Может быть, постирать, прежде чем переходить к рукавам. Потом думаю, ну зачем? Я же уже знаю, как это все будет выглядеть. Мне остались рукава и обработка горловины. Поэтому я думаю, что это изделие тоже будет скоро у меня в разряде готовых. Я жду с нетерпением, если честно, когда это я свяжу, потому что у меня там горит, просто горит пряжа, из которой я хочу вязать новые изделия абсолютно для себя. И пряжа новая, и изделие хочу какое-то интересное. Поэтому сейчас моя задача вот связать рукава. Я говорила вам в прошлом видео, что если связан вперед и спинка, то большая часть изделия связана, изделие подходит к концу. Рукава для меня это уже окончание проекта. Поэтому я постараюсь сегодня за воскресенье хотя бы один рукав связать. А еще, друзья, на этой неделе я мотала пряжу. Мне хочется начать вот такой яркий проект. Представляете? У меня как-то так вот случилось, что в моем гардеробе совсем нет кофт на пуговицах. Кто-то называет это французские кофты. Для меня это не французские никакие кофты. Мы такие кофты вязали. Я вот помню, мама мне вязала кофточку такую, которую стали почему-то называть французской, когда мне было 5 лет. Она мне была очень любимая. Как сейчас помню, узор назывался «Березовые листочки». Ажурный узор «Березовые листочки». Вот эту пряжу мне подарила моя подружка Олечка, с которой мы познакомились в одном из моих совместных проектов. И подружились, стали общаться. Здесь бомбический состав в этой пряже. Здесь
30% кашемира, 30% мериноса и немножко вискозы и полиамида. Цвет яркий, оранжевый. Я вязала себе жакет а-ля Гуччи в сочетании с пряжей Карма. И этот цвет оранжевый, он мне тоже очень идет. Но мне хочется добавить к этой пряже, хотелось добавить к этой пряже блеск, лоска. Найти пайетки такого цвета очень сложно. Либо это очень крупные пайетки, а мне они не нужны. Мне нужны пайетки именно такие, которые придают блеск. Либо очень мелкие пайетки, золотые. Я такие тоже не хотела. Бусины были в таком цвете. Ну и я увидела вот такие голографические. Мне как раз бы вот такие голографические пайетки и нужны были к этому изделию. Когда я связала образец, вот только вязала, думаю, блин, ну совсем мне не нравится, что получается. А потом я постирала. Вот когда я постирала, мне уже образец понравился. И как пряжа раскрывается замечательно. Я начала с 3,5, потом перешла на 4 и думаю, что даже 4,5 сюда прекрасно подойдет для этого изделия. Вот резинка, то есть будет тоже держать резинку, мне так кажется. И будет меланжевый эффект. И еще и блеск. Смотрите, как красиво. И я думаю, что как раз я себе свяжу кофту на пуговицах. Вот такую красивую, яркую. Подумаю по поводу узора. И вот посмотрите, кашемир и меринос выдали свой пух. Это будет теплое изделие, мягкое, невероятно мягкое. И я, конечно, очень хочу себе связать кофту на пуговицах или на молнии. Бомбер это я назову. Не знаю, как я это назову. Посмотрим. Вот из такого цвета. Олечка прислала эту пряжу Алисе на платье. Алиса, лисичка, да, моя. Но Алиса вообще сейчас к ярким цветам, ну, совсем ей не нравится. Наоборот, ей надо что-то такое блеклое или темное. Ну, возраст, наверное, такой приходит. И поэтому я спросила у Оли разрешения. Говорю, ну что будет лежать такая шикарная пряжа? И я себе свяжу какое-то изделие. Моя Олечка, кстати, недавно открыла свой канал. Если захотите познакомиться, оставлю ссылочку. Посмотрите. Ну, она совсем-совсем начинающий, так скажем. Только начала свой путь. Но у нее столько изделий, где можно тоже получить большую порцию вдохновения. А сейчас, как и обещала, показываю вам свой костюм на себе. Смотрите, как он выглядит. Вот так прошла моя неделя, творческая неделя, неделя с вязанием. Я очень рада своим результатам, хвалю себя, я молодец. Кроме этого, сегодня очень нежный и замечательный праздник, праздник матери, День матери и всех мам, мамочек, мамулечек. Я от всей души поздравляю с этим праздником, желаю вам всем здоровья, счастья, любви, мира и добра.
Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.